В одном пространстве люди и живут, и работают. Вместо дорогостоящих квартир они снимают капсулы. Анна Деркач увидела капсульный отель с экзотическим названием «Тигродом» и узнала, как из копейки сделать миллион. Первое, что видишь при входе в Тигродом, это огромные стеллажи с обувью. На полках надписи «Леонардо да Винчи», «Петр I», «Михаил Кутузов», «Стив Джобс», «Билл Гейтс». Оказывается, это название комнат этого необычного мини-отеля. И, как нам рассказали его постояльцы, эти громкие имена во многом соответствуют бизнес-целям их жильцов. Тигродом – четырехэтажный бизнес-инкубатор. Около десятка спален, конференц-зал, гостиная. У камина посетителей встречает символ – огромный плюшевый тигр. Тигр – это хищное животное, которое умеет охотиться. И как бизнес должен быть зубастым, так и, скажем так, предприниматель, который занимается саморазвитием. Идея Тигродома пришла из Японии. Именно там полвека назад стали развивать коворкинг, дословно совместное работанье. Это такое общее пространство, где фрилансеры, удаленные сотрудники и свободные художники вместе и живут, и трудятся. Самое интересное в Тигродоме – это, пожалуй, вот эти капсулы для сна. Они довольно просторные, здесь спокойно помещается несколько человек, но внутри, как в космическом корабле или купе поезда, есть все необходимое для жизни. Полочки, зеркало, розетки, кондиционер и светильник. Аренда такой капсулы около 20 тысяч рублей в месяц. И это единственное личное пространство. Все остальное в Тигродоме общее. Кухня, душевые, сауна. Правила поведения, как в настоящем офисе. Дресс-код, цензура в общении и за столом. За нарушение – штрафы. Представьте себе, вот там 8 человек работают. Один человек пришел в трусах и с голым торсом. Соответственно, он распугал всех клиентов, распугал всех, соответственно, партнеров, создал такой большой... Ему-то хорошо, это понятно, да? То есть, но всем остальным плохо. За мат или неподобающий вид – штраф 7 тысяч рублей. Если распивал или хотя бы принес алкоголь – 20. Штрафы – один из видов мотивации, ведь можно потерять все, что заработал. А цели люди ставят себе нешуточные. Вот, например, Стас. Приехал в Москву из Владимира, за 1,5 года открыл свое такси. За успешное выполнение бизнес-плана соседи по Тигродому делают ему приятку. Это тоже местный способ поощрения. Хотелось бы его поздравить, от души похлопать. Молодец, Стас, поддержать и является примером для многих предпринимателей. А вот Иван свой бизнес-план сорвал. Открыл типографию, но вместо 1,5 миллиона заработал вдвое меньше. За такое в Тигродоме практикуют наказание. Парень прилюдно разбивает свой айфон. Давайте его поддержим, похлопаем его. Давай! Заработать 1,5 миллиона рублей и жить счастливо. Окей. Цену слова какую ставишь? Цену слова? Что ты скажешь опять, если ты не выполнишь эту цель? 6-й айфон разобью. Сколько гаджетов отправилось на свалку, не сосчитать. Такая вот жестокая плата за неэффективность. Единственный, кто здесь получает, не теряя ничего, это, пожалуй, Шпиц Леон. Его бизнес-план под названием «Хочешь есть, умей вертеться» работает на 100%. В общем, Тигродом – это для тех, кто скучает по студенческой общаге, тусовкам и всегда открыт для общения. Типичным интровертам с их вечными потребностями в личном пространстве и одиночестве здесь делать нечего. Анна Деркач, Михаил Долиновский и Кристина Волошина. Мир 24.